Здравствуйте! Сегодня в этом видео о том, как бывает, знаете, в жизни муж говорит жене: «Ты задолбала меня своими вопросами». И я еще могу понять легко, когда мужчины это говорят, да, просто мужчина эмоционально не образован, психологически не образован, не понимает, как справляться со своими чувствами, и просто вот это свое напряжение выливает на жену, обвиняя ее, как будто она задолбала его. Хотя на самом деле в нем живет это чувство: я задолбался, да, это его проблема. Но меня поражает, когда женщины оправдывают такое поведение мужчины. И, честно говоря, я таких не часто встречаю, да, женщин с таким взглядом на эту проблему. Но вот сегодня я отвечала на комментарии под моими видео на этом канале и получила такой комментарий интересный от Елены. Да, я выпустила короткое видео, шортс, о том, что, в контраст назвав, как будто муж грубит, а вы виноваты. Нет, на самом деле это не так. Не вы там зеркало мужа отражаете его грубость, то, что вы к себе как-то плохо относитесь, и он вам грубит. Нет, просто мужчина не умеет конкретный вот этот, да, из примера, обращаться со своими чувствами и обвиняет кого-то в этом. Я получила комментарий от женщины о том, что реально жена виновата, если муж ей грубит. Потому что жена, например, задает мужу миллион вопросов, мужчина напрягается, и нет энергии на эти вопросы отвечать, и поэтому он будет грубить. И давайте разберем эту ситуацию. Люди реально же так думают, да, муж устал, у него нет энергии отвечать на эти миллионы вопросов. И давайте здесь, в этом коротеньком видео, правильно поставим фокус. А в чем правда проблема? Потому что сказать, что просто муж не прав, было бы, наверное, неправильно. Обычно, когда в конфликте есть конфликт, да, в конфликте в какой-то степени виноваты оба. Можно найти, то есть я предлагаю здесь не через вину смотреть, а через ответственность, да, можно найти каждый из них, кто мог бы что-то изменить со своей стороны, чтобы конфликта не было. Давайте разберем, в чем здесь ответственность мужа и в чем ответственность жены, когда муж ей грубит за то, что она задает ему миллион вопросов. Ответственность жены давайте найдем. Конечно, если задавать вопросы в форме нездорового психологического общения, а прям долбать как дятел, конечно, это будет провоцировать в мужчину, мы про сейчас жена-муж, да, все зеркально можно наоборот, может быть муж, жена, то есть не приравниваемся к гендеру, полу, но разберем на этой ситуации, как описала женщина. Жена задает свои миллион вопросов через форму, когда она реально его долбает. То есть это форма каких-то претензий, например, требований, грубая форма, повышенный голос, закатанные наверх глаза, типа: ну когда уже мы поедем, например, на море? Вот. И тогда ее ответственность в этом, в том, чтобы, задавая свои вопросы, выбрать правильную форму. Форму, в которой будет уважение к мужу, как к человеку, как к партнеру. Форму, где она будет мягко входить в разговор. Не с обвинений, не с критики, а мягко входить в разговор. Типа: ты знаешь, мне вот очень важно поговорить. Я чувствую неприятно себя по поводу того, что происходит, и нам нужно это обсудить. Скажи, тебе сейчас удобно? Вот это пример мягкого входа в разговор. И это здоровая форма общения, которую стоит культивировать и развивать в обществе, потому что люди хотят гармоничных отношений. Но гармоничные отношения возможны только в паре, где будет эта здоровая форма общения. А в чем ответственность мужа? В том, что даже если его кто-то долбает, как он говорит, и в нем рождается чувство раздражения, а может быть уже зашкаливает в гнев и ярость, и он срывается, то это не жена виновата в том, что он срывается, а он. Потому что он ответственный за свои эмоции. Принцип психологически, эмоционально зрелой личности, один из 12. Брать ответственность за свои действия на эмоциях. Только мы ответственны за наши чувства и что мы из этих чувств делаем. И если нас кто-то долбает, то сначала нам стоит остановить человека культурно и сказать, например, спокойно: послушай, сейчас не могу, очень устал. И сказать, когда он будет готов об этом поговорить. Или сказать жене: ты знаешь, я бы поговорил сейчас с тобой об этом, я вижу, что тебе это важно,
но давай только тогда ты будешь разговаривать со мной уважительно, потому что если ты будешь говорить так неуважительно, то у нас не получится разговора, я не готов это терпеть. Чувствуете, как можно ответить красиво, мудро? Это так может говорить человек психологически зрелый. И люди интересные. Мы все хотим гармоничных отношений, но вот брать на себя ответственность за свою эмоциональную зрелость, психологическую зрелость готовы немногие. Если вы готовы взять на себя эту ответственность, если вам уже хочется разобраться, а что же вы со своей стороны делаете не так, потому что в любом конфликте это можно найти. И здесь нет смысла мериться, как знаете, там кто-то, не знаю, чем меряется, да, кто больше прав, кто виноват. Какая разница? Если это про отношения, как про семью, то в семье мы команда. И если я со своей стороны тоже могу что-то исправить, верно, мудро отвечая своему партнеру, даже когда он не прав, то значит я могу внести свой вклад в построение наших отношений. И вообще люди с эмоциональной прокачанностью, они всегда выигрывают в этой жизни, потому что это просто поведение взрослого человека, а мы часто, незрелые люди, впадаем в детство. Если вы готовы, то приглашаю вас на курс. Курс про управление своими чувствами и эмоциями, где я даю вам необходимую теорию, но самое главное, с каждым индивидуально разбираю ваши сложные ситуации, обучаю вас схеме, как вы дальше сможете сами себе стать психологом в моменте чувств и эмоций. Да? И вы рядом со мной, как под крылом опеки и заботы, месяц проходите эту программу, обучаетесь с моими корректировками и дальше идете в жизнь, уже зная, что конкретно вы чувствуете, как из этих чувств реагировать и как отвечать, если муж вас вдруг обвиняет в том, что это вы виноваты в том, что ему настроение испортили своими вопросами. И в конце самое важное, вообще отношений без вопросов это не отношения, их не бывает. В любых отношениях всегда нужно иметь возможность прояснять то, что тебе непонятно, или то, что тебя волнует, договариваться. И без вопросов это невозможно. Поэтому если женщина рассуждает, что вообще вопросы задавать не надо ему, то, конечно же, это не про отношения, а про какую-то бредятину эффективную, про видимость отношений. В отношениях всегда будут вопросы. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите что-то обсудить, высказать свое мнение, приглашаю вас в комментарии. Только помните, я сама модерирую комментарии, все их читаю, и если уж пишите, то пишите уважительно, потому что все неуважительное я, естественно, блокирую. Это моя страница, и я ожидаю от вас взрослого конструктивного диалога. До встречи в следующих видео.